Приветствую всех, друзья, с вами на связи Троллок Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня мы посмотрим цыганский расклад, что было, что есть и что будет. Что говорят карты Таро о вашем будущем, но мы посмотрим ваше будущее в разрезе трех слоев вашей реальности: прошлого, настоящего и будущего, и попытаемся рассмотреть самые главные ключевые моменты вашей судьбы, которые придут из потока. Начнем по традиции мы с того, что было, и сейчас мы посмотрим внутреннее ваше состояние и ключевые судьбоносные точки вашего прошлого. С какими чувствами вы вошли в прошлое в этот расклад, или с какими чувствами вы входите в этот расклад из прошлого. Вы сейчас в чувствах с близким человеком. Мужчина это или женщина, неважно. Скорее всего, это ваш супруг, нынешний или бывший, или будущий. Но из прошлого. Слышите, как интересно. То есть здесь прослеживается какая-то временная петля. Вы чувствуете рядом с собой проводника или человека, который идет с вами. Поэтому вы вошли в этот расклад, да, с чувствами из прошлого о близком человеке. Любимый муж, жена и человек, с которым вы, возможно, какой-то промежуток времени, относительно длительные, шли рука об руку или плеч о плеч, як кажуть. Хорошо, давайте тогда спросим, раз уж у вас есть какой-то близкий человек, мы сегодня работаем в полном потоке, то спросим, а вот что оставило след в вашей душе? Что оставил или кто оставил след в вашей душе? Тут точно так же след в вашей душе оставил или мужчина, или женщина, видите, да? Но если спросить, кто оставил, то это мужчина или женщина. Тот мужчина, скорее всего, который вас чем-то ограничивал. Или та женщина, которая была ограничена вами чем-то, да, если вы мужчина. Но что именно оставила след в вашей душе? Либо золотая клетка, либо зависимые условия пребывания в прошлом. То есть, скорее всего, вы в прошлом зависели либо от мужчины, либо от женщины. И эта зависимость, она была, в принципе, может быть, и не такая горькая для вас, не такая горькая, но и не такая, чтобы прям радостно. То есть, по сути, эта зависимость формировала некую золотую клетку. Или сначала не было такой, но в перспективе сформировала эту золотую клетку. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, вот какое событие перевернуло вашу реальность. Вы получили серьезную травму. И может быть это и коммуникативная травма, да, то есть вы серьезно повздорили, поспорили. А может быть просто вы и не только повздорили и поспорили, но на этой почве еще и навредили себе, да, то есть это может быть перелом, может быть попали в какую-то аварию, может быть, не дай бог, но всякое в жизни бывает, да, причинили друг другу какие-то увечья, да, то есть, это может быть физический вред и моральный вред, а может быть то и другое. Хорошо, тут не очень такое прям, да, вроде бы все хорошо, но потом какие-то ограничения и прям страдания. И я вам скажу, по этой карте ваши физические страдания, они были обусловлены судьбой или кармой. Здесь у нас Сатурн прослеживается, Меркурий, поэтому вы в паре, в паре с этим человеком, с которым шли плечом к плечу или рука в руку, да, об руку, вы друг друга как-то взаимодействовали, что в конечном итоге
ну давайте так скажем, деформировали реальность или деформировали свои физические качества какие-то, да, ну где-то принесли вред друг другу. Физические я имею в виду, но может быть и моральный. Хорошо, давайте тогда спросим, что вы не смогли отпустить в связи с этими травмами, да, в связи с этим пройденным путем, да, или опытом. Вы не можете отпустить воспоминания. Смотрите, и вы действительно не можете отпустить. Здесь уран у нас прослеживается. А уран — это впускание чего-то нового, революционного. Вы не можете отпустить воспоминания и не можете отпустить то, что вы потратили достаточно много сил, опыта, ну, физических сил, опыта. То есть где-то вы, может быть, вам в памяти прокручивается, да, вот постоянно взаимодействие, какие-то важные физические моменты взаимодействия вашего прошлого с вашим партнером, да, и это, скорее всего, приходит во снах или в процессе, когда вы работаете, да, вот чем-то занимаетесь, вы все время вкрутите и вспоминаете этот момент, эти мысли крутятся. Хорошо, ну давайте еще уточним, какие страхи из прошлого до сих пор отзываются внутри вас. Проверим. Есть такой страх, о котором вы не хотите, не можете говорить. Это вытесненный страх. И его лучше всего вам проговорить священнику либо психологу. Да? То есть, какие это страхи? Это могут быть абсолютно разные страхи. Это страх недоверия, как минимум. Страх недоверия может быть партнеру или партнерше. И это ваши секреты, то есть это ваши скелеты в шкафу, которые накопились за долгое время совместного, довольно-таки нелегкого пребывания в этом путешествии, в прошлом, в паре, в этой золотой клетке, на этой работе, в этом коллективе, с этим начальником и так далее. Да? То есть есть вот такие вот моменты. Ну, вот такой вот у вас как бы внутренний багаж из прошлого идет с вами к настоящему, то есть вы его тянете в настоящее. Давайте посмотрим теперь на отношения, которые уже повлияли на вашу судьбу. Это мы еще пока что смотрим, как бы прошлое просматриваем. Отношения, которые повлияли на вашу судьбу. Вот как раз видите. Давайте вот спросим, кто играл важную роль в вашей личной истории. Просто важная роль в вашей личной истории. Это мужчина, безусловно. Скорее всего, это ваш отец, больше всего. Но это тот мужчина, который научил вас работать, служить и любить. Может быть, даже это мужчина, который научил вас хозяйству и заботиться о себе, о близких и о природе. Этот человек такой близок к земле, скорее всего, он или телец, или козерог. Но, тем не менее, этот человек склонен был трудиться на земле, с животными, с растениями. И любил землю и был такой приземленной субстанцией, сидел где-то на тихой планете и разводил склисов. Окей. Хорошо, вот что вы искали в отношениях, но не нашли? Вы искали в отношениях родственную душу и вторую половину. Пока что вы ее еще не нашли. Скорее всего, секрет в том, что вы либо не верите в ангелов, либо их не подкармливаете, либо не верите в какой-то светлый путь и в что-то хорошее. Но, тем не менее, вы искали в отношениях вторую половину, но не нашли. Такой вот ответ пока что. Но, может быть, не нашли поддержку ангелов или не нашли еще, знаете, Божьего провидения по этой карте. Почему-то, может быть, вы искали в отношениях Божьей помощи, Божьей милости, но также ее не нашли. Это тоже карта об этом. Окей, хорошо. Это покровительство высших сил. И если вы хотите, чтобы вам
покровительствовали высшие силы в отношениях, и вы нашли свою вторую половину, но можете нанести на запястье руну Алгиз, и в течение всего просмотра этого расклада пребывайте с ней и контролируйте. Если будет тепло, то это говорит о том, что высшие силы благословят вам и выходят с вами на связь. Давайте тогда посмотрим, вот какую роль сыграла любовь, и исцелила ли она вас или разрушила. Видите, как комбинация говорит в потоке, интересно. Какую роль сыграла любовь? Исцелила ли она вас или разрушила? Интересный вопрос пришел, да? Какую роль сыграла любовь? Исцелила или разрушила? Та любовь, которая возникла вдруг. Это очень хорошая карта комьюнити, коммуникации, да. Она не исцелила, она не разрушила, и не исцелила, и не разрушила. Она вас сблизила, и она дала возможность вам говорить одним и тем же языком, понимать друг друга, общаться. Это Меркурий, и это близнецы, то есть очень много близнецов здесь, смотрите, близнецы. Прям концентрация близнецов. У меня такое ощущение, что вы либо родственные души, может быть, были, либо близнецовые пламена, вот такое вот. Ну, если вы покалечились, то это больше близнецовые пламена. Если вы не сильно покалечились, а друг друга только словами покалечили, это родственные души. Но, тем не менее, какую роль сыграла любовь? Исцелила или разрушила? Ни то, ни другое, или и то, и другое одновременно, но здесь фокус нужно все-таки не на исцеление и не на разрушение, а на возможность, на предоставление шанса общению, пониманию, слышать друг друга, понимать друг друга. Вот это вот, взаимодействовать и двигаться. То есть, как бы, любовь вам дала шанс познавать, понимать, изучать. Вот это дала вам любовь. Ну и в процессе она и целила, и рушила вас, да, и соединяла, и разделяла одновременно. Хорошо. Вот смотрите, Меркурий вестник каких-то перемен или встреч. Давайте спросим все-таки, какая встреча, точнее, да, оставила незаживающий след в вашей жизни. Какая встреча оставила незаживающий след в вашей жизни? Но вы до сих пор помните, чувствуете отголоски внутри себя, да, вспоминаете. Незаживающий след вашей жизни. Смотрите, как карты сегодня интересно дают нам вопросы. О, здесь встреча, смотрите, здесь встреча с каким-то шаманом и какая-то мистическая, магическая встреча с женщиной или с мужчиной. Ну, больше здесь встреча с мужчиной, женщиной или мужчины с женщиной. Слышите, да? Встреча мужчины с женщиной или женщины с мужчиной. Это была какая-то, ну, такая... обряд, ритуал, может быть, или он выглядел как обряд, ритуал. В общем, давайте так. Какая встреча оставила незаживающий след? Это встреча, которая носила некий мистический, магический или ритуальный образ. Ну, по сути, мы видим, наблюдаем здесь ритуал. Поэтому, может быть, это ритуал бракосочетания, может быть, это ритуал бракоразводный процесс, да? Вот такого, понимаете, о чем я говорю? Ну, а может быть, это действительно был какой-то обряд-ритуал, где вы дышали, например, какими-то испарениями. Ну, не знаю, каждый дышит своими испарениями, да? Поставьте на паузу, напишите, какими испарениями это вы дышали, да, здесь. Ну, а пока поставите на паузу, пришло самое время подписаться на канал, поставить пальчик вверх и написать комментарий не только про испарение, что вы чувствуете прямо сейчас. Хорошо, ну тогда давайте спросим, вот что вы хотели сказать, но промолчали. Что вы хотели сказать, но промолчали? Что вы вытеснили?
Вы хотели сказать что-то очень-очень плохое, но промолчали. Не знаю, хорошо это или плохо, но вы, может быть, здесь вампир вообще-то, если что, да. И это что-то очень темневое. Да, это действительно очень плохое. Это то, что могло еще более сильно ранить. Но у вас, наверное, просто не хватило сил на это уже. У вас на что-то другое ушло, да, силы. А на вот это то, чтобы сказать, но промолчать, вы как будто бы вампир, да, или не вы вампир, а чтобы вас вампир, да, не вцепился. Вы, может быть, побоялись все-таки сказать, оставили это при себе, но это было что-то темное. Возможно, вы побоялись признаться в чем-то темном и до сих пор боитесь себе в этом признаться, и оно, может быть, вам и мешает на самом деле и действует на вас как чары или как энергетика, которая мешает вам жить спокойно, счастливо, обеспеченно, здорово или богато или здорово, ну, во благостях. Хорошо, давайте теперь в прошлом еще поковыряемся, немножечко осталось, и посмотрим потерянные уроки, потерянные возможности, точнее, и уроки. Да, и вот так тоже. Хорошо. Какая возможность была упущена, но могла изменить все? Ну, вы могли пойти в конфликт, ну, в крестовый поход, условно говоря, и объявить какую-то священную войну. То есть вы могли попытаться отстоять свои права и притязания на то, что по праву принадлежит вам. Но вы не пошли в эту войну, да, то есть не вписались вы в этот конфликт, да, или в священную войну. То есть, по сути, вы побоялись ввязаться в борьбу, в войну за то, что где-то в глубине души считали своим априори, да? Вы это считали своим, как будто бы, и, может быть, у вас кто-то это забрал, а вы не попытались это забрать себе, отвоевать. Хорошо. Тогда хорошо. В чем заключается самый главный урок из прошлого? Ну, смотрите, здесь жертва, жертвоприношение. Здесь может быть и аборт, здесь может быть просто жертвоприношение. Может быть какой-то урок о каком-то обряде, ритуале, связанном с очищением и избавлением. Но это жертва. Поэтому самый главный урок у вас заключается в обряде, ритуале, пожертвованием, или который был жертвой для вас. Что-то вы отдали, или что-то вы еще до сих пор не отдали, да, не отторгнули. И в этом-то и был, по сути, самый главный для вас урок из прошлого. Здесь мы видим именно жертву, именно аборт, в принципе, да, но как бы это еще может быть не обязательно аборт, это избавление от чего-то очень дорогого вам, но здесь оно вынужденное. Как бы, да, и по сути самый главный урок — это умение жертвовать вовремя, правильно, во имя, может быть, святой какой-то идеи священной, может быть, во имя какой-то ситуативной ситуации, да, во имя ситуации, да, не идеи, а ситуации и так далее. То есть урок из прошлого — это вовремя, правильно пожертвовать. Хорошо, ну давайте спросим, вот что вы недооценили? Вот эти три карты. Тут какая-то есть недооцененность. Но теперь об этом жалеете. Ну, здесь вы недооценили, скорее всего, мнение окружающих. Мнение окружающих играло или сыграло ключевую роль. Особенно, возможно, в том, чем вам пришлось пожертвовать или чем вы должны были пожертвовать. Возможно, окружающие были правы. Ну, а возможно, наоборот, не были правы. Тут вы уже прикидываете к себе. Это общий расклад. Поэтому, ну, как минимум, вы не оценили осуждение
власть над вами ситуации, власть коллектива, власть зрителей, которые наблюдали за вами. И, может быть, недооценили себя. И, возможно, недооценили ваше покаяние. Здесь именно обвинение, а здесь покаяние. Мне кажется, что вы где-то не раскаиваетесь в чем-то. У меня такое ощущение. Если у вас есть такое ощущение, напишите в комментарии, обязательно вам поставлю сердечко. Ибо человек, который кается и признает свои ошибки, это человек, который эволюционирует, трансформируется, избавляется от всего ненужного, жертвует и идет вперед, несмотря ни на какое количество потерянной крови, времени и жизни. Да. Окей. Какое решение тогда оказалось верным, но стало ошибкой для вас? Верным казалось решение уйти и разорвать связи для человека, который был юн. Но оказалось ошибкой. Для человека, который был постарше, верным казалось удержать, но оказалось ошибкой. Здесь мы видим разрыв матери с ребенком. И, в принципе, здесь нужно понимать, вы убежали от ситуации или вы удерживали эту ситуацию. Вы пытались сохранить или вы пытались разорвать. Вот и все. С чем вы простились и до сих пор об этом вспоминаете? Да, вы действительно должны были проститься с ограничениями и с болью, но до сих пор вспоминаете эти ограничения, удержания, скорее всего. И это ограничение, удержание приносит вам до сих пор либо душевную боль, либо физическую, а скорее всего и душевную, и физическую боль. Друзья, мы перешли с вами в блок. Вот видите, как много прошлого мы посмотрели. Мы сейчас находимся в блоке «Что есть?». Погружаемся в него, расслабьтесь и посмотрим ваше текущее внутреннее состояние и энергия. Вот что сейчас движет вами изнутри? Что сейчас движет вами изнутри? Ну, изнутри вами движет либо ваша работа, либо работа над собой, либо физический труд. То есть вы тяжело работаете. Ну, и вам приходится тяжело работать. На работе или над собой — это уже второй вопрос. Либо со своим внутренним я, второй половиной, мужской или женской, либо на работе. Да? То есть, ну, вы вынуждены прилагать усилия, работать. Хорошо. Неплохо. Ну, почему бы нет? Работа есть способ. Видите, вы же здесь вот где-то работаете, да? Помните об этом, да? И на работе вы вспоминаете. Окей. Ну, хорошо. А какая эмоция преобладает в вашей душе прямо сейчас? Давайте проверим ваше состояние. О, это руна Иса. Я не знаю, сейчас я ее найду или нет. Вот она. У меня тут просто рядом руны лежат. Руна Иса. Заморозка. То есть вы... Сейчас обижу вас, да? Если вы обидитесь, это хорошо. Я угадал ваше состояние. Вы немножко отморожены, да? Поэтому это эмоциональное отстранение. Холодность. Это прострация где-то, может быть. Может быть, это прокрастинация. Может быть, это преддепрессивное состояние. И даже может быть и депрессивным, особенно если у вас не имеют конечности, холодные конечности и так далее. А как там ваша руна Алгис, которую вы нанесли на запястье? Если вы еще это не сделали, попробуйте нанести руну Алгис. Она, кстати, дает тепло, если вы мерзнете. Хорошо, что вы стараетесь скрыть от окружающих? Давайте спросим. Все-таки меня волнует вот эта карта, да? Вот тут-то вы молчите. И вот здесь какое-то молчание. Что вы стараетесь скрыть от окружающих? Так, я сейчас эту карту прикрою. Вот так вот мы его прикроем. О! Вы стараетесь скрыть свою тень, свою вторую половину. Поиск любви и поиск второй половины. Вы стараетесь скрыть свой рай и поиск второй половины. Вы стараетесь скрыть свою тень, свою вторую половину. Поиск любви и поиск второй половины. Вы стараетесь скрыть свой рай и поиск второй половины. Вы стараетесь скрыть свою тень, свою вторую половину. Вы стараетесь скрыть свой рай
скрыть то, что он есть от самого себя. Но от окружающих вы скрываете поиск своей второй половины, поиск себя в жизни и поиск своего мужчины или своей женщины, или своей внутренней женщины и своего внутреннего мужчины. Услышали, да? Рай. По сути, вы скрываете свой рай, свое счастье, но от окружающих. То есть вы можете быть счастливыми, но скрывая этот рай от себя внутри, вы и снаружи его не можете выстроить. Пока что еще. Ад и рай существуют, но помните о том, что каждый сам автор своего рая и своего ада. В чем ваш главный внутренний конфликт прямо сейчас? Вы можете быть счастливой или счастливым. Для этого вам нужно налаживать коммуникации с внутренней своей второй половиной, и все это идет через баланс. Вам нужно и можно искать себе пару, вам можно и нужно кружиться, но для этого нужно начать движение. И вам нужен другой ритм, другая энергетика. Видите, здесь танец, ритм, энергетика, колебания, музыка, частоты. Вам нужно уравновесить, настроить свои частоты, свой внутренний приемник на позитивные частоты ритмов счастья. Где и как это делается, ну, мы здесь пока не будем озвучивать, да? На дискотеке. Ну, пока так скажем. Хорошо. Давайте спросим, какую силу вы в себе недооцениваете? Вы можете просто собрать все необходимое и разойтись, бросить все и сменить место жительства. Вы можете найти свой путь, найти себя на пути и действовать независимо. Вы можете пойти своим путем и выбрать свой путь. Можете начать действовать и действовать в самый трудный и кризисный момент. Взять ответственность на себя и пойти своим путем. Вы можете принять решение за себя, на себя и найти свой путь, свою цель и свое направление, свою дорогу. Хорошо. Давайте прямо сейчас посмотрим с вами вот ту точку, в которой вы находитесь на жизненном пути. И спросим, вот что вы завершаете прямо сейчас? Что вы завершаете прямо сейчас? Вы завершаете прямо сейчас взаимодействие с темными силами, с дьяволом, с Люцифером. И завершаете какой-то тяжелый, скрытый, тайный договор, который влияет на вас до сих пор. Вы завершаете темный цикл. Хорошо? Почему нет? Луна в Скорпионе — это завершение темного цикла. Прекрасно. Может, вы делаете чистки, обряды, ритуалы. Может быть, вы увольняетесь с работы ненавистной, уезжаете из ненавистной страны и так далее. Да? Или покидаете ненавистный коллектив. Или разрываете ненавистный контракт, к примеру. В какой сфере жизни происходит ваша главная трансформация сейчас? В сфере власти вашей и в сфере вашего здоровья. И в сфере вашей ответственности еще добавлю. По сути, это сфера здоровья, ответственности и власти. Где именно вы стоите на пороге ваших перемен прямо сейчас? Вы стоите на сцене,
но на этой сцене вы не исполняете свою главную роль. Вы исполняете роль марионетки или роль зависимого человека. Вам желательно освободиться и начать исполнять свою роль, стоять на своей сцене. Поэтому, где вы стоите на пороге перемен? На чужой сцене, исполняя чужую роль. К сожалению, пока что так, но возможно и в этом и есть смысл завершать роль на сцене дьявола. Окей, интересный сегодня расклад. Что вы сейчас чувствуете? Поставьте на паузу и напишите прямо сейчас. Хорошо. Что уже не работает сейчас? Вот оно не работает и должно уйти из вашей жизни. Власть. Особенно если это чужая. Но помните о том, что и ваша власть над всем вокруг тоже уже не работает. Вам нужно сейчас избавиться от чужой власти и сконцентрировать свою власть на самом главном для вас. На вашей цели, на вашем бизнесе или на самом принципиальном для вас. А все лишнее должно уйти. Что вы боитесь потерять? Очень странно, но вы боитесь потерять либо силу, либо защиту, либо войну и конфликт, в котором вы находитесь. Что из этого вы действительно боитесь потерять, можете тоже поставить на паузу и написать в комментарии. Как по-вашему? По-моему, вы боитесь потерять саму войну или сам бой. Но может быть вы боитесь потерять шлем, оружие или защиту. Что вам ближе, напишите, пожалуйста. Хорошо, давайте теперь посмотрим на здесь и сейчас ваши отношения, вашу карму и, может быть, и зеркала ваши, да. Вот давайте спросим, кто возле вас, рядом с вами сейчас, совершенно не случайно? С вами не случайно сейчас умная и красивая женщина. Может быть только умная, а может быть только красивая. Как минимум с вами сейчас, рядом с вами не случайно, знание и красота. Новый путь. Но все-таки это две женщины. Одна умная, одна красивая. Может быть одна и умная, и красивая одновременно. Какие отношения требуют пересмотра прямо сейчас? Кармические отношения, в котором вам тяжело, невыносимо, больно, болезненно, трудно и удручающе. Отношения, в которых вы не видите перспективу, и отношениях, в которых вы не свободны, не молоды, себя чувствуете не молоды и как будто бы наказаны. Вот от этих отношений. Не то, что нужно избавиться, но их надо точно пересмотреть, потому что вы в этих отношениях можете погибнуть, к сожалению. Окей. А что партнер или близкий человек отражает в вас? Что вам отражает ваш близкий человек, ваш партнер? Отражает, точно отражает. Отражает власть, смотрите, и отражает дурака. Отражает чувство собственной значимости и отражает чувство собственной глупости. По сути, вам зеркалит дурак и царь. Власть и шут. Король и шут, понимаете? Поэтому что вам отражает, да? Или вашу глупость отражает, или чрезмерный ваш интеллект и власть. Понимаете? По сути, это чувство важности, собственной важности. То есть каждый пытается доказать друг другу свою важность. Это, как правило, так происходит. В более мудрых отношениях здесь эта карта, она очень глубокая. Помните, да, о том, что как жалок шут на троне короля, и как глуп народ, который так позволил. До сих пор работает, да. Уже 6 лет прошло, а все еще актуально. Где 6 лет, а где и
25-26. Окей. А где-то и 3 месяца всего, правда? Ну вот. Хорошо. Какая энергия притягивается в ваше поле? Какая энергия летим. Какая энергия притягивается в ваше поле прямо сейчас? Вот так вот давайте спросим. Вы знаете, энергия наказания и энергия расплаты — это карта бумеранга или мести. Бумеранг, к сожалению. Поэтому, почему так, вы сами чувствуете, да? Летит бумеранг какой-то, и либо расплата, либо месть. Вот такое вот. Жестокость, жестокая энергия, да, энергия боли, энергия страдания может лететь. Хорошо. Но вы притягиваете эту энергию. Мы же задали вопрос, какая энергия притягивается в ваше поле. Вот она, месть, расплата, бумеранг. Окей. Хорошо. А что вас тянет назад в прошлое, в ваших мыслях? В ваших мыслях вас назад тянет роскошная или фривольная жизнь. Давайте так. Вас назад тянут лучшие моменты спокойной, обеспеченной, самодостаточной жизни. Это и естественно для любого человека, который стремится к какому-то покою или к балансу. Где-то это ваша пара, и где-то это прогулки какие-то, и такое спокойное, безмятежное бытие, спокойный быт до того, как начался этот конфликт. Да, вот так. Окей. Давайте теперь немножечко переместимся в то, что будет, и посмотрим с вами перспективы, повороты судьбы и неожиданные шансы, которые открываются. Все ради чего и вы находитесь здесь. Какая энергия уже идет вам навстречу? Энергия высших сил, праведная энергия, информация высших сил, благословение снизойдет на вас. Уже идет для вас навстречу праведная информация. Божественная информация. Идет она от мужчины. Что неожиданно откроется в будущем? Загадки и повороты судьбы. Ваша судьба, здесь Сатурн, и загадки вашей судьбы. Идет это все через мужчину. И от мужчины, и связано с мужчиной. Какой шанс вы должны будете распознать? Вы должны будете распознать шанс выздоровления, омоложения, шанс на новую жизнь, шанс на счастье, на сближение, на союз и на перерождение вашей жизни. Жизнь поменяется радикально. Мы здесь видим Уран в рыбах. Какой шанс? Нет, шанс мы уже посмотрели. Что вы можете получить, если не побоитесь это взять? Вот так. Вы можете получить бесстрашие и побороть самый главный ваш страх. Обычно это страх смерти, в принципе. Самый главный страх у человека — это страх смерти. Но вы можете получить нечто новое, чего вы боитесь. Именно боитесь. Но для этого вам нужно не побояться. По сути, вы можете где-то рискнуть и, избавясь от всего темного в вашей жизни, обрести счастье, радость и благословение высших сил. Какое решение изменит все в вашей жизни? Риск. Вам придется рискнуть, или вы сможете рискнуть, или вы отважитесь на риск. Но решение рискнуть приведет вас к
квантовому скачку. Окей. Давайте немножечко посмотрим в отношения. Про отношения, про встречи, про судьбоносные союзы в ближайшем будущем. И вот давайте посмотрим. Мы вот здесь видим священника и спросим, какая душа ищет вас в будущем? Ой, вас ищет дух, шут, дурак. Душа, которая сейчас ограничена в свободе воли и передвижения. То есть, по сути, вас ждет душа, которая заблудилась, ошиблась и проходит исправление путем наказания. То есть, вас ждет легкая, но наказанная душа. Вот так вот. Это интересно, да? Легкая, наказанная душа. Как изменятся ваши взгляды на отношения и на любовь? Но вы будете понимать, что отношения и любовь — это всегда преодоление трудностей, даже самых непреодолимых. И вы будете больше и чаще брать ответственность на себя и, возможно, помогать другому в отношениях и в любви преодолевать трудности. Это тоже нужно иногда делать. Какую роль сыграет любовь в будущем вашей жизни? Судьбоносную роль. То есть любовь сделает вашу жизнь дольше и даст вам возможность продлить вашу жизнь. Прекрасно, прекрасные карты падают. Или написать новую судьбу. То есть благодаря любви вы проживете новую долгую жизнь. Или большую жизнь в любви и в счастье, нежели уже прожили. Что будет важное? Страсть, доверие или выбор в вашем будущем? Или что будет важнее, давайте вот так скажем. Что будет именно важнее в вашей жизни? Там, страсть, доверие, любовь, выбор и так далее. Важнее всего в вашем будущем, вашей будущей жизни будет ощущение защищенности, счастья и любви. Но также это и доверие, и радость от жизни. То есть это полноценная жизнь в конечном итоге. Хорошо, а с кем вы пройдете самый важный участок пути? Со своей второй половиной. Но прежде всего эта вторая половина гармонично появится внутри вас, и вы ее будете ощущать, и вы с ней не будете конфликтовать и бороться. И вашего раздвоения больше не будет, и вы больше не будете испытывать чувство вины, бремени и давления темных сил. И в заключение я хочу посмотреть для вас вашу трансформацию, роль и финальное послание этого расклада. Как вы изменитесь как личность в ближайшем будущем? Вы очиститесь от всей скверны и засияете всеми гранями вашего чистого кубка вашего тела, кубка вашего тела, в котором находится ваша душа. Вы засияете всеми волнами и частотами и станете заметны миру, и мир признает вас, а вы признаете мир в себе. И да засияют ваши бриллианты, рубины, изумруды и прочие драгоценности внутри вас, так, чтобы они стали заметны миру, и чтобы мир оценил ваше бытие прямо сейчас и в ближайшем будущем. Ключ, замок, язык. Аминь. Какой новый ресурс откроется для вас? Новый ресурс — это отношения в испытаниях. Вы сможете проходить испытания осознанно и более свободно и выдерживать влияние темных сил и пребывание партнера рядом с собой. Вы больше не будете бежать от своей второй половины внутри себя и за ее пределами.
в какой сфере вас ждет рост. В любой новой сфере. Эта сфера более серьезная, но об этой сфере вы давно мечтали, и эта сфера связана с омоложением, эта сфера связана с красотой, эта сфера связана с душой и разумом, эта сфера связана с чистотой, с рождением, с искусством и творчеством. Это любая сфера, в которой вы чувствуете себя свободным человеком. Что вы отпустите навсегда? Навсегда из вашей жизни уйдет темная магия и влияние темных сил. Желание магичить по-черному и кому-то мстить навсегда уйдет из вас. Какое послание несет вам ваша судьба из будущего в этом раскладе? Помни о том, что судьба в твоих руках, но прохождение кармических испытаний никто не отменял. И как в колесе фортуны есть сфинкс и есть дьявол, так и в твоем путешествии на Эверест или в каком-то испытании, есть твои силы, но есть при этом мудрость Бога и само испытание. Путь осилит идущий. Понять человека можно только пройдя путь в его сандалях. Но помни о том, что твоя жизнь — это прохождение испытаний. И делает тебя сильнее, и делает тебя личностью, и открывает в тебе твои потенциалы только испытания. И не проходя испытаний, ты не познаешь никогда радости і щастя в этой жизни. Світла вам та вашому Всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас, допомагайте силам світла нищити сили темряви і не бійтесь подорожувати світом і проходити свої кармічні іспити. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Побачимось. Па-па.